Знаете, какой вопрос умудряется оставаться быть популярным уже на протяжении многих лет? Насколько велика Вселенная, откуда на планете Земля образовалось столько воды? Можно ли по-прежнему называть Вилсакома техноблогером? Нет, не эти вопросы. Какой iPhone выбрать? Вот что действительно волнует людей каждый Новый год. Про айфоны, кстати, мы с вами давно уже не разговаривали, все про андроиды, да про бюджетней, а зря, на самом деле много чего изменилось. iOS 14 анонсировали, который, кстати, даже мой старенький iPhone 7 поддерживает, SE второго поколения, который все так долго ждали, и его уже можно приобрести за достаточно приятную цену. И совсем недавно презентовали новый iPhone 12. Помимо этого анонсировали совершенно новый iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма, с теми же характеристиками, что и в новом iPhone 12, а стоит при этом дешевле. Ну и конечно же iPhone 12 Pro и Pro Max с самой крутой камерой с матричной, на минуточку, стабилизацией. При этом не стоит еще забывать про все еще актуальные линейки безрамочных смартфонов: iPhone XS, XS Max, разноцветный XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, который все еще крут. Так какой же в итоге выбрать, если это твой первый iPhone? Или же, если у тебя есть семерка или восьмерка, то стоит ли менять на другой? Обо всем этом сегодня и поговорим. Начинаем. Друзья, как вы, наверное, могли заметить, многие авторы, причем совершенно разных каналов на YouTube, очень часто заимствуют в своих видео, фото и видеоматериалы других авторов для более полноценного описания их повествования. Ведь не всегда есть возможность отснять данный материал самостоятельно, нет того инструмента, той локации, и если говорить полностью откровенно, не всегда бывает тех рук. Что далеко ходить, когда у меня не хватает своих собственных материалов, которые я отснял, я тоже прибегаю к использованию различных сервисов. И один из них называется Deposit Photos. Это своего рода фото и видеобанк с премиум коллекцией, векторы, иллюстрации. В их библиотеке более 180 миллионов файлов на совершенно разную тематику, из-за чего вы всегда сможете найти нужный для себя контент. Более 17 миллионов довольных пользователей, сотрудничество с крупнейшими компаниями, качественные роялти изображения, футажи высокого разрешения и тематические коллекции для любых креативных решений. Материалы доступны как платно, так и бесплатно. А по промокоду DeViTV15 вы получите скидку 15% от финальной суммы в корзине, так что ссылка в описании. Ну а мы возвращаемся к теме видео. Если у вас iPhone 5s или не дай бог 5 или 4s, то покупать новый и не обязательно даже iPhone стоит 100%. Сейчас даже китайский бюджетник будет работать не хуже, и батарея при этом будет держать в раза 3, а то и 4 дольше. То же самое касается iPhone SE первого поколения, 6s и 6s Plus. Даже по супер дешевой цене не вздумайте приобретать это старье. Ребят, я серьезно. Теперь давайте потихоньку пройдемся по всем моделям, начиная от семерки, и постепенно будем говорить о каждом из них, что хорошо, что плохо, и могу ли я советовать его к покупке на сегодня. iPhone 7, 7 Plus. Стоимость от 17 тысяч рублей на вторичном рынке, и непонятно зачем от 25 тысяч за новый, и то, если еще найдете. Несмотря на то, что эти модели появились в конце 2016 года, они по-прежнему пользуются спросом. Например, я просто обожаю его алюминиевый корпус вместо стекла. Цены заметно снизились, плюс долгосрочная поддержка от Apple. Семерка уже получила обновление iOS 14 и работает все достаточно хорошо у самого семерка, так что я знаю, о чем говорю. Да, жаль, что нет быстрой зарядки True Tone, но работает семерка заметно быстрее, чем тот же 6s или 6s Plus. Дисплей качественный, контрастный и яркий. Кнопка Home стала сенсорной для того, чтобы улучшить влагозащиту до IP67. В целом модели 7 и 7 Plus актуальны, ими много кто пользуется, к примеру я, много кто покупает как новый, так и БУ. Но от себя скажу, что брать его в 2020 году я категорически не советую, так как устройство достаточно старое. Если у вас так же как у меня семерка и вы думаете о покупке нового айфона, то в принципе можно. С семерки я бы советовал переходить минимум на XS, а лучше iPhone 11 или iPhone 12 mini, если уж очень нужен самый новый. На SE второго поколения переходить не вижу никакого смысла, да, железо новое, но форм-фактор тот же, еще и стеклянный корпус. Не.
iPhone 8 и 8 Plus. Стоимость от 27 тысяч рублей. Модель была отличная, даже очень, ровно до того момента, как Apple анонсировали iPhone SE второго поколения. Да, железо у восьмерки лучше, чем у семерки, однако разница в цене с новым бюджетником SE не слишком велика. Поэтому, если вы решили покупать себе iPhone и смотрите на восьмерку, то мой настоятельный совет переплатить и взять SE устройство 2020 года. Если же хочется взять большой безрамочный экран с Face ID, тогда повторюсь, XS, iPhone 11, а лучше iPhone 12 mini. Если уже у вас сейчас iPhone 8, то пользуйтесь и не парьтесь. После выхода SE уже продавать его нет большого смысла, так как продадите его за копейки, поэтому забейте. iPhone 10. iPhone 10s от 55 тысяч рублей. Флагман 2018 года на данный момент не так сильно устарел, как тот же iPhone 8 или 10, но стоит ощутимо дешевле топовых моделей 2019 и 2020 года. Процессор Apple A12 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти, отличный OLED экран и, конечно же, 12-мегапиксельная камера с двумя модулями. Работает шустро и хорошие снимки в большинстве условий гарантированы. Да, цена не маленькая, согласен, хотя после выхода iPhone 12 она еще немножко снизилась, и при его характеристиках на сегодняшний день я могу назвать эту модель актуальной и советовать ее к покупке. Если у вас у самих 10s и вам вдруг захотелось что-то новенькое, тогда iPhone 12 или iPhone 12 mini. Про прошку, я думаю, говорить не стоит, по крайней мере с таким ценником пока. iPhone 10R от 49 тысяч рублей. Ранее данная модель считалась просто отличнейшим вариантом по хорошей цене, да и в принципе, если нужен именно безрамочный iPhone, то многих до сих пор данная модель очень даже привлекает. Но если важнее железо, то тут, конечно же, новый SE выглядит гораздо перспективнее, еще и стоит на 10 тысяч дешевле. На борту модели 10R процессор A12 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, а для фото предусмотрена 12-мегапиксельная камера с диафрагмой 2.2. iPhone SE же имеет аналогичную камеру плюс улучшенный процессор A13 Bionic. Если же посмотреть вверх по линейке, то примерно на 5-6 тысяч рублей обойдется iPhone 10s, а на 10 тысяч дороже iPhone 11. Я, к слову, до сих пор считаю 10R актуальной моделью и не буду лукавить, не так давно рассматривал его к покупке на замену своей старой семерки. Потому что для работы, скажу честно, семерки уже не хватает. Мне бы экран немножко побольше и побольше автономности, потому что это садится как скотина. Но производительности и камеры мне хватает и в семерке. В идеале, конечно же, было бы поменять на 10s, но там ведь и ценник дороже. В общем, я еще не решил, стоит ли мне переплачивать, а с выходом iPhone 12 mini я вообще запутался. Если же у вас у самих 10R, то то же самое, что и с 10s. Только iPhone 12 или 12 mini. Не, ну конечно же, если есть деньги, то iPhone 12 Pro Max, это конечно солидно. iPhone 11, стоимость от 59 тысяч рублей. Ну что тут сказать, почти современная новинка, но уже прошлогодняя. Процессор A13 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и Liquid Retina HD дисплей. Камера на высоком уровне, 12-мегапиксельный ширик 1.8 и сверхширик 2.4. Есть ночной режим и двукратный оптический зум. Разница между iPhone 11 и флагманскими моделями Pro составляет ощутимые 30 тысяч рублей. Этого, кстати, хватит на полный набор аксессуаров от Apple. Если же вам хочется новых ощущений, то конечно же iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro или iPhone 12 Pro Max. iPhone 11 Pro и Pro Max. Цена от 90 тысяч рублей. Это классный дорогой смартфон, который будет еще таким как минимум 3 года. Минус у данной модели всего один, это его цена. Даже после выхода iPhone 12 Apple не стала снижать его ценник, а значит, пока он будет все еще дорогим. Если же у вас такой iPhone, то лично я думаю, что вы уже сделали предзаказ на iPhone 12 Pro Max. Новый iPhone SE. Цена от 40 тысяч рублей.
iPhone 2020 года и, не побоюсь этого слова, бюджетный от компании Apple. Многие его раскритиковали за старый дизайн, однако целевая аудитория данной линейки никогда не стремилась за новомодными фишками, согласитесь. Покупателей таких устройств в первую очередь интересует возможность пользоваться удобной и привычной экосистемой Apple, а это iPhone SE, потому что за небольшие деньги. Да, дизайн старый, экран не безрамочный, разблокировка при помощи отпечатка, а не по Face ID, но в остальном это более чем актуальный смартфон для всего. Все еще мощный процессор A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и относительно свежая камера 12 мегапикселей. Разница в цене с ближайшей актуальной моделью, к примеру с 10R, 10 тысяч рублей, с iPhone 11 20. Так что если 10R по каким-то причинам вам не подходит, iPhone 12 mini дорогой и вообще вы хотели себе старый форм-фактор, то новый iPhone SE второго поколения будет очень грамотной покупкой. iPhone 12. Ценник от 80 тысяч рублей. Новый дизайн, самое современное железо, процессор A14 Bionic, быстрее, мощнее, новый Super Retina XDR дисплей, улучшенная камера MagSafe со своими магнитами, 5G, на который нам будет все равно еще очень и очень долго. iPhone 12 mini от 70 тысяч рублей. Все то же самое, за исключением размера экрана, не 6,1 дюйм, как в iPhone 11, а 5,4, и стоит при этом дешевле. iPhone 12 Pro и Pro Max от 100 тысяч рублей. 6,5 и 6,7 дюймов экран, тот же A14 Bionic. И я думаю, вы слышали уже про самую крутую на сегодня камеру в смартфоне с матричной стабилизацией. Из всех этих новинок, честно говоря, я могу выделить лишь одну, которая мне понравилась и заинтересовала больше остальных. Это iPhone 12 mini. Самое новое железо в небольшом форм-факторе, новый безрамочный экран и относительно вменяемая цена. Если вы всегда хотели себе iPhone с новым железом, безрамочный, с Face ID, но при этом чтобы он был небольшой, берите iPhone 12 mini и даже не задумывайтесь. Если нужен экран побольше, тогда уже iPhone 12. Народ, я очень надеюсь, что у меня получилось ответить на большинство ваших вопросов касательно выбора нового iPhone, либо замены старого. Очень надеюсь, что видео вам понравилось, было полезно, интересно. И по классике, если это так, то обязательно поддержите его лайком. Пишите в комментариях, как вам новый iPhone 12 mini, заинтересовал ли или уже не хотели бы пользоваться смартфоном с такой маленькой диагональю. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны, обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал DevideU, до скорого!